Джейк знает, что его псу Рокки больно, поэтому он неохотно соглашается дать ему спокойно умереть. Пес отчаянно обнимает своего хозяина, прежде чем его усыпляют. Затем ветеринар замечает это и все прекращает. Пес Рокки, Джеймс, прижался к ногам своего хозяина, дрожа, как будто чувствовал, что что-то не так. Джейк надеялся, что этого не произойдет, что Рокки не поймет, что сейчас произойдет. Ему следовало бы лучше знать своего умного пса. Рокки был метисом, коренастым питбулем. Его коричнево-белая шерсть была испещрена пятнами выцветшей шерсти и шрамами, которые рассказывали о тяжелой жизни, которую он вел до того, как стал жить с Джейком. Его большая квадратная голова покоилась на ноге хозяина, ища утешения и защиты в единственном известном ему месте, куда он мог обратиться. Рокки всегда был нервным псом, настороженно относившимся к незнакомцам и новому окружению, но сегодня его тревога возросла до такого уровня, которого его владелец Джейк не видел с тех пор, как впервые привел его домой. Сегодня был день, которого Джейк боялся несколько месяцев. День, когда Рокки должны были усыпить. Рокки был не просто собакой. Последние 8 лет он был компаньоном Джейка, несмотря ни на что. Они изменили жизни друг друга так, что большинству людей трудно было это понять. Они встретились при обстоятельствах, которые сломили бы большинство мужчин. Джейку, ветерану, вернувшемуся домой из своего второго зарубежного турне, было трудно приспособиться к гражданской жизни. Он видел то, чего не мог забыть, и чувствовал то, чего не мог избежать. Его дни были наполнены навязчивыми образами, а ночи — самыми страшными кошмарами, какие только можно вообразить. Он перестал спать только для того, чтобы попытаться избежать душевной пытки, которая продолжалась, когда он должен был отдыхать. В одну из таких долгих бессонных ночей Джейк решил прогуляться, надеясь, что прохладный воздух успокоит бушующие в его голове мысли. Тогда-то он и нашел Рокки. Пес был не более чем тенью в конце переулка, прижавшись к холодной кирпичной стене, голодный и дрожащий. Джейк почти прошел мимо него, не заметив бедного пса, пока не услышал тихое поскуливание. На нем не было ни ошейника, ни документов, а на теле виднелись следы небрежного обращения. Если бы Джейк не услышал эти слабые звуки, он бы поклялся, что Рокки мертв. Таково было его состояние. Но когда Джейк наклонился, их глаза встретились, и что-то промелькнуло между ними. Взаимное признание в страданиях. Сердце мужчины сразу же разбилось. Кто-то намеренно причинил боль этой бедной собаке, и теперь она была брошена на улице, чтобы попытаться выжить. Это были разбитые и испуганные чувства. Джейк знал это слишком хорошо. Он предложил собаке кусочек своего сэндвича, и Рокки колебался лишь мгновение, прежде чем придвинуться ближе, слишком голодный, чтобы отказаться. В тот вечер Джейк забрал Рокки домой, и с того дня они были неразлучны. В течение многих лет они помогали друг другу вылечиться. Рокки дал Джейку повод вставать с постели каждое утро. Ответственность за заботу о собаке, за то, чтобы дать ему ту жизнь, которую он заслуживал, стала для Джейка спасательным кругом. Ночные кошмары стали реже, и постепенно ветеран нашел способ вернуться к нормальной жизни. Любовь Рокки была безусловной и вдохновляющей, несмотря на все, через что ему пришлось пройти от рук людей. Взамен Джейк подарил собаке ту жизнь, которая у нее всегда должна была быть, и безопасное место для жизни. Эти двое были больше, чем просто человек и домашнее животное. Они были товарищами на пути к выздоровлению. На протяжении многих лет у них была прекрасная совместная жизнь. Куда бы ни направлялся Джейк, Рокки следовал за ним, и они вместе переживали самые невероятные приключения. Жизнь, которую они оба вели, когда-то казалась невозможной, но со временем Рокки начал успокаиваться. Он уже не был тем жизнерадостным псом, которого Джейк подобрал на улице. Его некогда мощное тело одеревенело, движения стали затрудненными. Полгода назад ветеринар поставил Джейку диагноз «рак». К тому времени, когда они его обнаружили, болезнь была агрессивной,
и уже распространялась. Прогноз был неутешительным. Сначала Джейк отказывался с этим мириться. Он потратил $1000 на лечение, на все, что могло бы дать Рокки больше времени и облегчить его боль. Он отдал бы собаке весь мир, если бы мог. Рокки еще не пришло время расставаться с ним. У них должно было быть больше времени впереди. Но, несмотря на операции, лекарства и специальные диеты, Рокки продолжал худеть. Джейк больше ничего не мог сделать. Ни любовь, ни деньги не смогли бы спасти его лучшего друга. В последние несколько недель стало ясно, что Рокки страдает. Когда его владелец смотрел на него, все, что он мог видеть, это боль в его глазах. У него пропал аппетит, и у него не было сил. Иногда он едва мог стоять на ногах. Его ноги подкашивались под тяжестью собственного тела. Джейк видел это. Его друг, его спаситель ускользал от него. Это было несправедливо, но жизнь редко бывает такой. Он уже знал это. Но то, что с таким милым и нежным псом обошлись самым жестоким образом, сильно его задело. Джейк принял мучительное решение отпустить Рокки с миром, а не заставлять его терпеть еще больше боли. Его лучший друг заслужил это за все те годы, что вытаскивал его из самых трудных ситуаций. Сейчас, в холодной комнате ветеринарной клиники, Джейк едва мог держать себя в руках. Он опустился на колени рядом с Рокки, положив руку на спину пса, чувствуя, как тяжело поднимается и опускается его грудь. Рокки посмотрел на него снизу вверх. Его большие печальные глаза были полны доверия и любви. Джейк почувствовал, что его сердце разрывается на части. Предполагалось, что он должен быть сильным, чтобы защитить Рокки, но он не смог защитить его от этого. Рокки переместил свой вес, теснее прижимаясь к Джейку. В этот момент пес сделал нечто, что застало Джейка врасплох. Он обхватил передними лапами ногу Джейка, словно обнимая его, отчаянно ища утешения единственным известным ему способом. Джейк чувствовал дрожь в теле Рокки, отчаяние в его хватке, и это чуть не погубило его. Они оба понимали, что это прощание. Несколько секунд спустя Джейка и Рокки позвали в смотровую. Следом за ними вошла ветеринар, с мрачным выражением на лице она готовила шприц. Джейк тупо кивнул, его разум был не в состоянии осознать, что сейчас произойдет. Он думал, что готов к этому, но по мере того, как приближался этот момент, реальность его сокрушала. Он обнял некогда могучего пса и почувствовал, как голова Рокки легла ему на плечо. Он хотел, чтобы собака почувствовала всю любовь, которую он испытывал к ней, когда уходил. Ветеринар опустилась на колени рядом с ними и потянулась к лапе Рокки. И тут она кое-что заметила. Сначала это было неуловимо, и она почти не обратила на это внимания. Но затем ее глаза сузились, а лоб сосредоточенно наморщился. Она отпустила лапу Рокки и нежно провела рукой по собачьему боку. Джейк в замешательстве поднял голову. Он ослабил хватку. Но прежде чем он успел что-либо сказать, ветеринар все прекратил. Дыхание. Она положила шприц на поднос и резко встала. На ее лице отразилась смесь беспокойства и недоверия. Джейк уставился на нее и отпустил Рокки. Что происходит? В комнате воцарилась тишина. Единственным звуком было затрудненное дыхание Рокки. Ветеринар жестом попросил Джейка отойти в сторону, что тот и сделал, чувствуя, как в его грудь закрадываются смятение и страх. Что она увидела? Было ли что-то хуже? Он едва мог дышать, когда ветеринар позвала своего ассистента. Ее голос был спокоен, но настойчивый. Он хотел, чтобы все закончилось мирно для его друга, а не в этом хаосе. Рокки неподвижно лежал на столе, как будто был также сбит с толку происходящим. Через несколько минут ассистент проводил анализы, а ветеринар просматривал записи Рокки на компьютере. Джейк беспомощно наблюдал, как Рокки увезли на УЗИ. Никто еще не объяснил, что происходит, и он чувствовал себя беспомощным. Все, что он мог делать, это сидеть в комнате ожидания, перебирая в уме возможные варианты.
Действительно ли Рокки было хуже, чем они думали? Если так, то не лучше ли было просто продолжать усыплять его? Был ли смысл во всех тестах, если результат оставался прежним? Что-то пошло не так с его лечением. Неуверенность сводила Джейка с ума. Наконец ветеринар вернулась. Выражение ее лица было более спокойным, чем в смотровой, но все еще серьезным. Она села напротив Джейка, и на мгновение ему показалось, что он увидел проблеск надежды в ее глазах. Но, может быть, он просто обманывал себя? Ветеринар начала объяснять, что во время осмотра она заметила небольшую, но заметную опухоль в области живота Рокки. Во время последнего осмотра его там не было, и его внезапное появление вызвало тревогу. После проведения ультразвукового исследования ветеринар подтвердил, что опухоль давила на внутренние органы Рокки, вызывая сильную боль и дискомфорт, которые усилились в последние недели. Все это не казалось Джейку хорошей новостью. На самом деле состояние Рокки было хуже, чем он предполагал. Но ветеринар сообщил ему еще одну шокирующую новость. Она продолжала объяснять, что невозможно было бы узнать наверняка, если бы не сделали операцию и биопсию, но были все шансы, что опухоль не была злокачественной. Это было редкое, но поддающееся лечению заболевание, которое все время можно было принять за агрессивный рак. Джейк сидел в ошеломленном молчании, пока ветеринар объяснял, что диагноз рака Рокки был основан на симптомах, которые, по всей видимости, были вызваны этим новым заболеванием, обструктивным образованием, которое может быть доброкачественным. Раньше опухоль была слишком маленькой, чтобы ее можно было обнаружить, но она проявлялась так же, как и рак, что привело к первоначальному диагнозу. С помощью операции боль у Рокки могла быть уменьшена, и что еще лучше, если бы опухоль была доброкачественной, больше не было бы причин для беспокойства. Хотя у него все еще были серьезные проблемы со здоровьем, прогноз был далеко не таким плохим, как они первоначально предполагали. Облегчение, охватившее Джейка, было ошеломляющим. В тот день он пришел в клинику, полагая, что ему придется попрощаться со своим лучшим другом, а теперь ему говорили, что есть надежда на то, что все изменится к лучшему. Это был шанс прожить еще много счастливых лет со своим лучшим другом. И самой лучшей новостью из всех было то, что Рокки больше не будет страдать. Пес еще не выбрался из леса, но у него был шанс спасти его, шанс вернуть свою полную приключений жизнь. Ветеринар заверила Джейка, что она не тратит времени на выяснение причин, и что если он согласится, она сможет назначить операцию на следующий день. Джейк немедленно согласился. Он хотел получить ответы на все вопросы и прекратить боль, которую испытывала собака. Ветеринар отправила их домой с несколькими сильными обезболивающими для собаки, чтобы обеспечить ей спокойный сон ночью, и пообещала Джейку, что сделает все, что в ее силах, для Рокки. Казалось, что им дали второй шанс. Мужчина просто надеялся, что все получится. Он знал, что в ту ночь не было смысла даже пытаться заснуть. Он был слишком озабочен тем, чтобы операция поскорее закончилась, поэтому вместо этого он остался с Рокки, поглаживая его по шерсти и шепча ему ободряющие слова. На этот раз они не казались пустыми обещаниями. Он искренне верил, что еще может быть какая-то надежда. Он не мог поверить, насколько близок был к тому, чтобы потерять его, и все из-за неправильного диагноза. Да, он испытывал гнев, но понимал, что такое случается. Никто не виноват, что опухоль была такой маленькой, что ее невозможно было обнаружить. Он был просто рад, что ветеринар приложил все усилия, чтобы спасти его лучшего друга. Он был благодарен ей за то, что даже когда она объяснила, что для собаки это конец, ее острый глаз подсказал ей другое объяснение. На следующее утро Джейк поднял свое окоченевшее тело с дивана и отвез Рокки обратно к ветеринару. Бедный пес понятия не имел, что происходит, и снова отчаянно цеплялся за своего хозяина от страха. Но Джейк больше не разделял этих чувств. Он наклонился и прикоснулся своей головой к голове Рокки, сказав, что скоро увидит его, и передал ветеринару. Однако он никак не мог успокоиться. Шли часы, и он перепробовал все, чтобы отвлечься.
Он пытался сходить выпить кофе, посмотреть фильм или прогуляться, но ничего не помогало. Все, о чем он мог думать, был Рокки, и ему казалось, что он каждые 2 минуты проверяет свой телефон, чтобы убедиться, что он каким-то образом не пропустил звонок от ветеринара. Когда его телефон наконец зазвонил, он поймал себя на том, что затаил дыхание. Это должны были быть хорошие новости. Он не мог допустить, чтобы у него снова отняли всякую надежду. Он не мог смириться с тем, что снова потеряет Рокки. Как только ветеринар произнес эти слова, операция прошла гладко, и он выдохнул с облегчением. Но были и другие хорошие новости. Интуиция ветеринара оказалась верной. Опухоль оказалась доброкачественной. Она объяснила, что пес идет на поправку, и если так будет продолжаться и дальше, то Джейк сможет забрать его домой через несколько часов. Он снова обрел своего лучшего друга. Это было похоже на чудо. Через несколько дней у Рокки появились признаки улучшения. Ему все еще предстоял долгий путь к выздоровлению, но он больше не испытывал боли. Джейк уже видел признаки возвращения прежнего Рокки и знал, что дальше все может стать только лучше. Мужчина не мог перестать улыбаться. Собака, которая так много дала ему за эти годы, собака, которая отчаянно обнимала его в последние минуты страха, все еще была рядом, все еще боролась, и он собирался пройти через все это с новой силой. Но ни Джейк, ни ветеринар не могли предвидеть, какое положительное влияние окажет операция на собаку. На осмотре ветеринар отметила, что никогда не видела, чтобы собака так быстро приходила в норму. Она сказала Джейку, что в Рокки, несомненно, еще много жизни, и что она желает им еще многих лет приключений. К Рокки вернулась энергия. У него улучшился аппетит, и он снова стал тем товарищем, на которого Джейк привык полагаться. Прежний Рокки, тот, что был до всех этих страданий, вернулся, и Джейк будет вечно благодарен, что им обоим дали еще один шанс. Жизнь пыталась сбить их с ног разными способами, но пока они были друг у друга, они продолжали приходить в норму. Теперь дело за вами. Разозлились бы вы из-за неправильного диагноза или почувствовали облегчение, узнав хорошие новости? Знаете ли вы еще какие-нибудь истории, в которых животных спасали от гибели? Мы хотели бы услышать ваши мысли, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.